Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня ответ на вопросы по поводу обрезки нижних листьев. Очень много этот вопрос встречается. Если у меня критическая масса 10-15 вопросов по одной теме, я делаю это видео в первую очередь. Итак, почему я это делаю? И я решила записать вот эти все пункты и объяснить более подробно, чтобы это было четко, понятно и видно. Почему все-таки я обрезаю нижние листья у томатов? Вот смотрите, у меня здесь томаты после горошка посаженные рассадой. Там в теплице совсем другой вид, но вот это получается у меня второй урожай в теплице. Вот смотрите, что происходит с нижними листьями. Они старые уже, их где-то каким-то способом, вот и механически где-то, вот видите, что-то произошло, когда, видимо, сопало. Вот. Обычно меня всегда учили мудрые агрономы, что лист томатов служит 30 дней. А пчеловоды тоже говорят, что вот пчела работает 30 дней. И вот один пчеловод и агроном, он сказал, запомни, как и пчела, так и лист томата служит растению. Впрочем, и некоторые другие растения, они отрабатывают все для того, чтобы растение нормально, процессы фотосинтез, все это, когда молодой вот лист, здесь процессы все идут усиленно, нормально, так, как они должны проходить. Вот когда уже теплая почва, у нас уже 3 дня тепло, и когда вот воздух теплый, есть питательные вещества земли. Ну вот снизу видите, что происходит. А снизу у нас проблемы уже с нижними листьями. Где-то вредитель погрыз. И получается, при поливе на нижнюю часть листа поступают и из почвы поднимаются различные споры грибковых заболеваний. И вот этот момент очень важный, нужно начинать обрезать. Ну вот смотрите, я хочу еще раз вернуться все-таки к этому листу. Это подсказка такая, шпаргалка для того, чтобы вот зрительно она больше запоминается. Вот первый момент, я объяснила, почему листы я обрезаю, нижний лист эффективно работает 30 дней. Вот с момента высадки рассады уже больше 30 дней я выбираю хорошие дни, об этом мы чуть позже скажем. Далее, очень важный момент, если листья оставлять, вот при такой погоде, и не только-то, не происходит прогрев почвы. Если я обрезаю листья, вот смотрите, пока листья есть, здесь тень, и не поступают лучи сюда, не так эффективно прогревается почва. Поэтому это второй пункт, прогрев почвы. Далее должен быть обязательно вот сквозняк. Сквозняк, вот, любит томаты, именно сквознячок по ногам. Вот по этой части должен постоянно поступать свежий воздух. И вот этот свежий воздух позволяет им нормально вегетировать. Далее, когда мы срезаем листья, тогда получается, что все питательные вещества, они, видите, когда поступают, корни их берут с почвы, они поступают и сюда, к этому листу, и к этому листу, и к этому. Вот 4 листа, 5 листов, 6, вот 7. А здесь у нас плоды. И нам очень важно, чтобы к плодам поступали питательные вещества. Но все эти листы, они также и работают на то, чтобы процесс фотосинтеза шел, вырабатывались нужные вещества и завязывались плоды. Поэтому не все сразу обрезаем до плодов. Это у нас будет, мы пойдем в другую теплицу. Это вот начальная стадия. Что нужно делать, мы сейчас сделаем это. Еще один момент, снижение заболеваемости. Когда мы обрезаем, мы снижаем заболеваемость, потому что именно на этих листьях они слабенькие, они уже не могут противостоять вот всем различным испытаниям, и они заболевают в первую очередь. И еще очень важный момент, когда я опрыскиватель заправляю, я, естественно, уже рассчитываю на нужное количество листов. Если мы эти листья уберем, то нужно уже меньше раствора. А раствор очень дорогой, мы и защитные, и подкормочные, делаем всякие растворы. Поэтому вот это еще один момент очень важный для того, чтобы именно обрезать листья. Ну и каждый томат индивидуальный подход. Посмотрите, эти помидоры, это Белфорд у меня, и я их, естественно, покажу сейчас на практике, как я обрезаю разные сорта. Все должно быть
чисто индивидуально и в разное время. Я продолжаю вот этот момент сейчас озвучивать и хочу их завершить, и затем я вам покажу на практике, как я это делаю. Ну и у нас был индивидуальный подход. 7-й пункт. 8-й пункт. Обрезка только в дни воздуха или в дни огня и в дни земли. Я здесь не записала. Сегодня день земли, Козерог. Но вот лучше всего все-таки проводить в дни воздуха, в дни земли. В Стрельце в дни огня, вот дни огня тоже можем использовать, это Овен и Лев, в Стрельце опасно. Ну и удобнее поливать, если мы провели вот такую важную агрооперацию. Ну а теперь сам пункт, сама практическая работа. Значит, для обрезки мне нужны ножницы. Если это лезвие, то оно тоже должно быть здесь марганцовка или другой какой-нибудь обеззараживающий раствор. Смотрите, вот эти листья уже отработали, я их обрезаю. Вот. Видите, какие они внизу? Вот еще 3-й лист, он тоже, видите, соприкасается с почвой, ближе к почве, он тоже отработал. Здесь лист еще может работать, поэтому я не весь, я и такие вот провожу операции. Не весь лист, здесь еще лист продолжает работать, а вот эта часть уже, она, видите, технически, механически какие-то повреждения и может занести инфекцию внутрь растения. Вот этот кустик, смотрите, остается работать. Сколько? Масса листьев. Предостаточно. Здесь, видите, даже если не обрезать рядышком, снова же марганцовочка. И вот смотрите, вот здесь рядышком они соприкасаются, листья. Что нужно делать? Я тогда на этом кустике обрезаю тоже нижний лист. Вот здесь у нас тоже соприкосновение идет. Обрезала. И получается, что вот этот куст сейчас у нас работает. И здесь достаточно листьев для того, чтобы растения проходили процесс, вегетация хорошо проходила, фотосинтез, и шло движение питательных веществ к плодам. Вот. Сейчас пойдем в ту теплицу, где мы раньше высаживали, и посмотрим, как там я обрезаю. А это у нас томаты уже в теплице, которые были высажены на 2 месяца раньше. Где-то 1,5 месяца даже раньше, чем те томаты. И вот они уже идет формировка. И вот видите, вот внизу были листья, я их все, уже видны пенечки, все были обрезаны. Когда уже начали формироваться вот эти томатики, я уже на этом уровне тоже обрезаю вместе с пасынками. И вот смотрите, уже еще одна гроздь формируется. И вот уже на уровне здесь нижний лист. Вот, получилось, что здесь было очень холодно. И вот уже на листьях есть какие-то повреждения, но это после обработки. Я их тоже обрезаю. Вот, есть у нас, это много, наверное, раствора попало, скорее всего. Очень холодно было. И вот здесь уже оставляю листы. Вот здесь они все вот у меня остаются. На этом побеге, видите, уже здесь снова формированы томаты. Но здесь здоровый лист, они работают на плоды. И вот дальше здесь у нас тоже растут. Вот, их тоже. Весь процесс сейчас, вот не сколько обрезки, вот немножко его поранило. Но и когда работаешь именно, обрезаешь с марганцовкой, все время макаешь, то это нормально все проходит. И вот здесь тоже, видите, 2 у нас вилочкой, 2 побега, и на обеих у нас формируются уже томатики. И здесь формируются томатики. И здесь уже цветет, и тоже будет формировка. И получается, что когда уже листья нижние отработают, будет им месяц, я уже примерно знаю, когда мне нужно обрезать. И вот так вот у нас вся теплица, смотрите, в теплице цветут, растут, вяжут плоды. И вот еще сразу же отвечаю на вопрос по мульчированию. Пока земля не прогреется хорошо, видите, они затеняют землю. Я буду ждать минимум где-то неделю для того, чтобы почва прогрелась, а затем будем мульчировать вместе с поливом. Но это будет отдельное видео. Обязательно там будет еще один агроприем, который нужно будет выполнять в этот период. Ну а сейчас они растут, вегетируют. Сегодня будет в Козероге полив. И вот таким образом здесь уже обрезка была. Обрезку мы провели. Одна была обрезка. Ну а дальше будем тоже работать в этом плане. Все делается индивидуально, при индивидуальном подходе к каждому томату. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик
Сегодня подготовили это видео, посвященное, как я обрезаю, когда обрезаю и каким образом, в какие дни. Еще раз напомню, что дни воздуха, дни земли. И очень хорошо, если получается, это не каждый день, это раз где-то в 2 недели у меня 10 дней, 2 недели получается. Ну, а вот в начале сезона то раз в месяц вот такая была у меня, за май месяц одна была обрезка листьев. Мы прощаемся с вами до следующего видео, ждем ваших вопросов, стараемся ответить на те вопросы, которые наиболее активно задаются, наибольшее количество задаются по определенной теме в первую очередь. Что ж, всего вам самого доброго, удачи, крепкого здоровья и здоровых тоже зеленых питомцев, помидор, огурцов, баклажанов, перцев, все, что вы выращиваете. Ну а мы прощаемся. Пока-пока.